В этом видео мы разберем, как устроен скрытый слой российского интернета, системы и что это значит для вашей приватности, смартфона и будущего доступа к сети в 2026 году и дальше. ТСПУ и DPI, что за черные ящики, что это такое вообще? Итак, ТСПУ – это технические средства противодействия угрозам. Это специальные шкафы с оборудованием и программами, которые по закону операторы связи обязаны ставить в своих сетях. Формально цель одна – исполнять решения о блокировках и защищать инфраструктуру. Внутри ТСПУ работает ключевая технология DPI – глубинный анализ пакетов. Обычный роутер смотрит только откуда и куда идет трафик. DPI идет дальше, заглядывает в содержимое пакетов и пытается понять, какой это сервис. YouTube, Messenger, VPN или торренты. Это уже не просто маршрутизация, а полноценный контроль. Как блокируют и душат отдельные сервисы? Давайте попробуем рассмотреть. Возможно, важно будет понять, что DPI это не только кнопка «Заблокировать сайт». Система может замедлять или искажать работу конкретных сервисов, оставлять весь остальной интернет почти нетронутым. Так, по сообщениям, похожие технологии использовались, когда замедляли Twitter и YouTube, а также при попытках ограничить мессенджеры и сам VPN. Технически это работает так. DPI встраивается в поток трафика и получает возможность каждое соединение либо пропустить, либо оборвать, либо подменить. Система умеет разрывать соединения в момент рукопожатия, что называется, блокировать по домену, IP или протоколу, а иногда отвечать за сайт, отправляя пользователю редирект на страницу с текстом о блокировке. Для пользователя это выглядит как сайт сломался или видео тормозит, но на уровне сети это управляемое вмешательство. Теперь давайте о приватности. DPI может анализировать не только адрес сайта, но и метаданные соединений, а в незашифрованном трафике еще и содержимое запросов. Это значит, что технически у оператора появляется возможность видеть, какие страницы вы открываете, какие приложения активны и к каким серверам они подключаются. Повсеместное шифрование, протоколы вроде HTTPS и DNS поверх защищенных каналов серьезно ограничивают видимость содержимого, но DPI все равно может распознавать многие сервисы по характерным признакам. Паттернам трафика, времени запросов, набору доменов. В публичной риторике это подается как борьба с угрозами и экстремизмом. Однако на практике создается инфраструктура, которая технически позволяет следить за поведением пользователей в сети гораздо глубже, чем привычные биллинговые записи и логины. Вторая линия – видео, ваш смартфон. ТСПУ и DPI делают сеть более управляемой. А смартфон в этой схеме становится чем-то вроде сопровождающего. Устройство постоянно подключено, постоянно общается с серверами и оставляет цифровые следы. Для государства и силовых структур это источник информации о контактах, местоположении, переписке и привычках. Отсюда вырастает уже новая тема, которая активно обсуждается в комментариях. Могут ли при задержании или на границе обязать вас разблокировать телефон? В разных странах подходы на самом деле отличаются, а судебная практика противоречива. По сообщениям правозащитников, нередко сотрудники требуют доступ к устройству, ссылаясь на борьбу с террором или проверку на экстремизм. Встает вопрос, где граница между законным требованием и превышением полномочий? Формально многие конституции и законы гарантируют тайну переписки и защиту личной информации. Но технические системы вроде DPI и практика изъятия устройств с обходом шифрования постепенно размывают эту гарантию. В итоге смартфон перестает быть личным пространством и все больше напоминает улику, которая всегда с вами и всегда готова работать против вас. Если он, то есть вы, столкнетесь с силовой машиной. Что именно видят и не видят такие системы? Насколько вас видят насквозь, что называется. Давайте честно проговорим уже вот эти ограничения, что могут, что не могут. DPI не читает ваши сообщения в сквозном шифровании, например, в современных мессенджерах, если нет доступа к самому устройству. Там содержимое остается зашифрованным, но метаданные, кто, когда, с кем и как часто связывается, какие сервисы использует, все еще могут быть видны на уровне сети.
На практике это означает, что государство и операторы, имея ТСПУ, лучше понимают структуру коммуникаций в обществе. Можно отследить всплески активности вокруг новостей, протестов, блокировок, а с развитием алгоритмов и элементов машинного обучения, о которых уже пишут медиа, анализ таких паттернов может стать уже более точным и более автоматизированным. Сценарий 2026 года и, собственно говоря, что нас ждет. Сейчас обсуждается расширение инфраструктуры ТСПУ и план довести охват трафика до почти 100%. По данным открытых публикаций, к 2030 году пропускная способность системы должна вырасти в несколько раз, а финансирование уже увеличено на десятки миллиардов рублей. Это значит, что вопрос не в точечных экспериментальных блокировках, а в долгосрочной стратегии. Один из обсуждаемых сценариев перехода от черных списков к модели белых списков. Сейчас логика такая. Все разрешено, кроме того, что внесено в реестр. Белый список – это с точностью да наоборот. Так уже теперь после такого количества законов и запретов будет, конечно же, проще. Что такое белый список? Это не то, что черный список, а это когда по умолчанию недоступно ничто. Все вам запрещено вообще, кроме заранее одобренных ресурсов и сервисов. То есть вам все запрещено, но иногда вам что-то дают вот так вот. С щедрой руки чем-то вы можете воспользоваться. Технически DPI уже позволяет строить такие профили доступа. Школьный интернет, корпоративный интернет, госинтернет для ведомств. Для бизнеса это сценарий удорожания и усложнения. Каждому сервису придется фактически договариваться о своем месте в разрешенной так называемой части сети. Подтверждать соблюдение требований, иногда размещать инфраструктуру внутри страны для небольших проектов и стартапов – это барьер вообще на вход. Чем сложнее согласование и дороже инфраструктура, тем меньше новых игроков и конкуренции. В образовании риски другие. В системе образования. Белые списки могут привести к тому, что школьники и студенты будут видеть только ограниченную часть интернета, утвержденную сверху. Это может снизить столкновение с вредным контентом, но одновременно оставить людей без доступа к альтернативным источникам информации. Независимые медиа, это прекрасно, наверное, да, извините, не удержусь от шутки, это когда дети будут верить в то, что детей приносят журавли. Журавли прекрасные птицы, но не совсем умственно полноценные дети, если они до уже взрослого состояния будут нести у себя подобное представление о мире, и журавли это лишь один из примеров. Так можно много что рассказать. Научным базам за пределами разрешенных платформ. В долгой перспективе это влияет на качество, естественно, знаний, наверное, на качество их полного отсутствия со временем. Критическое мышление, то есть будет решать, что дети будут знать, не ученые, не педагоги, а какой-то, не знаю, силовик, у которого среднее образование и служба в армии, как их набирают на работу, уже такие объявления звучат. Будет отсутствовать критическое мышление, готовность общества к открытой дискуссии, то есть это будут совершенно такие зомбированные люди. Обычный пользователь, повседневные последствия, какие ждут человека, который уже вырос и на все это смотрит, наблюдает. Для обычного пользователя последствия выглядят менее, конечно же, громко, но ощущаются ежедневно. Медленно открываются отдельные сайты, нестабильно работает VPN, некоторые приложения время от времени отваливаются или требуют сложных настроек. Все это не просто проблемы связи, а прямой результат усложнения фильтрации и попыток закрыть лазейки обхода. Параллельно растет цифровое неравенство, естественно. Люди с технической подготовкой и ресурсами продолжают искать способы обойти ограничения, остальные или смиряются, дети, все, они полностью в руках кого-то там, как говорят, товарища майора, то есть, человека не умного, но властного. То есть они будут его рабами, может он женится на всех девочках там 5-летних, я не знаю, что захочет товарищ майор, чему он научит детей, то есть они полностью его власти, то есть он их лишает возможности развиваться и самоидентифицироваться, как когда-то сказал Греф. Он сказал, если дать людям самоидентифицироваться, ими трудно будет управлять. Практически точная цитата. Остальные или смиряются, или живут в той версии интернета, которую им формирует связка закон плюс ТСПУ плюс DPI. В этой логике смартфон перестает быть просто личным гаджетом, естественно, и превращается уже в точку, где интересы пользователя, государства и бизнеса постоянно конфликтуют.
Ну и мы подошли, наверное, к главному моменту, когда техническая инфраструктура позволяет практически полный контроль над тем, что вы видите. Ну еще, да, взрослый человек, он еще хоть как-то может сориентироваться, у него хоть какой-то есть жизненный опыт, если человеку там, ну то есть взрослый просто, да, там лет ему 70, потому что все остальные, до 40 уж по крайней мере, они живут при одной власти, при одних тех же стареющих лицах, которые поднимают себе все время планку занятия должности, то есть приподнимают, вам приподнимают пенсионный возраст, себе занятие должности. У людей просто не с чем сравнивать. Мне людей до 40 лет, мне за людей этих обидно. И они, может быть, даже если вы увидели сейчас мое вот это видео, они бы меня не поняли. Может быть, начали бы меня ругать, решив, что я не очень люблю вот этих старых, значит, дедулек где-то во власти. Дело в том, что я в силу своего возраста как раз посмотрел и кроме них. То есть я видел и нормальных людей, я вот к чему веду. И во власти бывают нормальные. Хотите верьте, хотите нет. Но я это говорю, основываясь на опыте. Было на что посмотреть. Бывало и хуже. Впрочем, вот тут не уверен. Мы подошли, значит, к моменту, друзья, итак, что техническая инфраструктура позволяет практически полный контроль над тем, что вы видите в сети, и подробный анализатор того, что, как вы и кто этим пользуетесь. Ну и вопрос сам собой, наверное, рождается у вас или нет, пишите, либо попробуем давайте ответить на этот. Считаем ли мы с вами допустим такой уровень контроля ради заявленной безопасности, чьей безопасности, чтобы неплохо уточнить, явно не людей, которые оказываются во власти каких-то, мы их даже не знаем кого, извращенцев, может быть, каких-то. Или это все-таки цена в виде потери приватности и свободы доступа к информации уже слишком высока. То есть вот что бы вы выбрали? Информацию или пользуйтесь много хотите во имя, я не знаю, напишите во имя чего, я вообще не понимаю во имя чего. Во имя того, чтобы деды могли продолжать себе поднимать планки, а вам пенсионный возраст. Увидимся.